Крутое это дети. Ну так, сынок. Все, короче, шутки закончены, детство твое закончено. Это давно уже не работает, это вся моя жизнь. Ой, молодец! Но дело в том, что парусный спорт, он очень разнообразный. Он тактико-стратегически очень силовой. Поэтому в межсезонье спортсмены занимаются разными тренировками. Баскетбол, игра командная, тактическая. Вот, они хорошо ощущают соперника, и они думают, строят какие-то планы, тактики, стратегии. Я всегда с детьми нахожусь, потому что считаю, что пока они видят, что я могу, им стыдно филонить, и они тоже стараются за мной тянуться. Я, получается, и вожак стаи, и друг, и психолог, и доктор, и водитель, который перевозит матчасть. Я стараюсь внушать им, что они могут все, что эта история «Море и ветер» — это как религия, это для меня так. И я им говорю, неважно, будете ли вы спортсменами, вы люди, которые живете в двух стихиях, нас не так много, и мне кажется, это очень ценно. Ребенок приходит, и для него это не просто все, и первые полгода это такая ломка, и это северный яхтинг. У нас короткая волна, у нас темная вода, у нас серое небо, у нас холодно, они мерзнут, и все равно по какой-то причине они не бросают этим заниматься. Доброта и позитив. Если тренер будет на негативе все время, то и учеников будет все время такое негативное состояние, будет би-би-би, проиграем. А тут так вышел на воду, всех выиграл и пошел спать. У меня причем 80% команды это девочки. Моя борода была гораздо длиннее, и выросли они все у меня на груди. То есть там была история, что идет гонка, они подходят к катеру, привязывают лодку, ныряют на грудь, там плачут. Я говорю, родненькая, может на берег? Он говорит, нет, садятся и идут дальше. Вот для меня эта история, она необъяснима. На первой своей регате я плакала, прямо рыдала, не могла остановиться. Думала, что это кошмар, я никогда не выберусь отсюда. А потом приходит опыт, начинаешь понимать, что, куда, как делать, не паниковать, быстро залезать на шверт, переворачивать лодку. Дети, они просто хотят выиграть, и поэтому это жестко всегда. И вот класс «Оптимист», по-моему, это самая жесть, потому что вот чем они меньше, тем для них вот этот вопрос победы, он просто, рамок никаких. Они друг с другом ругаются, они злятся, они страдают, плачут. То есть это вот целая жизнь, эти соревнования. Да, это очень круто. И там уже надо быстро соображать. Мозг на 100% должен работать. Плюс это самостоятельное принятие решения. У меня были дети, которые не умели сами штаны одевать. Но оказавшись в парусном спорте, у тебя нет выхода никакого. Майская регата, она настолько суровая, что если ребенок вышел, он смог отгоняться, это его не сломало. Они в любом случае победители и маленькие герои.